Привет, друзья! Одним из первых чистовых материалов, который появляется в вашей квартире после окраски стен, является напольное покрытие. Материалы напольных покрытий могут очень сильно отличаться по цене, но при этом визуально быть идентичными и подходить под концепцию вашего интерьера. Чтобы понять, какой материал подходит именно вам, нужно разбираться в их характеристиках. Меня зовут Сенчугов Александр, я дизайнер интерьера, и сегодня я расскажу вам об основных напольных покрытиях, их свойствах, плюсах и минусах, и как понять, какой материал подходит именно вам. И, пожалуйста, никогда не говорите «половая доска». Это звучит примерно так же, как у меня в ванной красивый сместитель. Ламинат. Самый народный материал – ламинированное напольное покрытие, ну или как его называют в народе – ламинат. Это самый простой материал, самый базовый, поэтому я подробнее расскажу об его свойствах, чтобы понять, с чего все начиналось. Основа ламината – это ДВП – древесно-волокнистая плита, на которую сверху нанесена пленка с отображением текстуры паркета. Главный параметр ламината – это эксплуатационный класс, но нет единого стандарта для всего мира. И ламинат с классом 33, например, может быть совершенно разным по качеству в разных странах. Это примерно то же самое, что пятизвездочный отель в Дубае и в Египте. На долговечность ламината влияет как основа, так и покрытие. Ламинат очень не любит влагу, так же как и дерево. ДВП моментально набирает влагу и теряет свои качества. Кроме того, при укладке ламинат требует идеально ровную поверхность, поэтому производители рекомендуют укладывать ламинат на специальную выравнивающую подложку, которая, кроме того, что выравнивает пол и защищает от влаги, является еще и материалом шумоизоляции. Шумность ламината – это, конечно же, очень неприятный минус. Это искусственное твердое покрытие. Я думаю, что все слышали звон, не знаю, каблуков, когтей собаки по покрытию из ламината. И, конечно же, шумоизоляция будет не лишней. Ламинат всегда укладывается плавающим способом, а это значит, что у вас появятся порожки. Что может быть ужаснее, чем стыковочные порожки? Есть, конечно, кулибины, которые приклеивают часть ламината, но это все может очень неприятно кончиться. Один из главных минусов, который в свою очередь может быть и главным плюсом, ламинат – это полностью искусственный материал. В холодное время года он очень холодный, и вам будет неприятно наступать на него голыми ногами. Но при этом вы навсегда можете забыть о царапинах, потому что материал искусственный и очень твердый. Еще ламинат можно подогревать теплым полом, и он будет очень хорошо нагреваться и отдавать тепло, в отличие от натурального дерева, которое является природным теплоизолятором. Сегодня ламинат является одним из самых доступных напольных материалов. Есть очень много производителей очень высокого качества, но время не стоит на месте, и в последнее время появилось очень много аналогов напольных покрытий, и они превосходят ламинат, пожалуй, по всем характеристикам, ну, разве что кроме стоимости. Кварц-винил. Кварц-винил – это коммерческое название для винилового покрытия, в структуру которого включен кварцевый песок. Кварц обеспечивает максимальную плотность для этого покрытия. Поверхность кварц-винила не проминается под мебелью, при этом она имеет мягкую основу. Класс износостойкости кварц-винила выше, чем у ламината, и определяется толщиной верхней поверхностью. Она бывает от 2 до 7 мм, что соответствует 33 и 34 классу износостойкости. Так закрываются любые задачи как для коммерческих помещений, так и для частных интерьеров. Кварц-винил укладывается замковым способом или на клей, при этом подложка не требуется. В отличие от ламината, у кварц-винила стопроцентная влагостойкость. Он не реагирует ни на перепады влажности, ни на перепады температуры. При длительном контакте с водой любой температуры его свойства не меняются. В своих дизайн-проектах мы нашли хорошее применение для кварц-винила. Мы используем его в частных бассейнах, если надо сымитировать деревянный потолок, а бюджет ограничен. Это обеспечивает потолку стабильность и полное соответствие концепции. SPC ламинат. Недавно на рынке строительных материалов появился новый вид ламината – SPC. По свойствам он очень похож на кварц-винил и лучше обычного ламината почти по всем параметрам – влагостойкости, износостойкости и общему сроку службы. Есть только одна проблема – высокая стоимость, но она сравнима с ламинатами самых крутых брендов. Я изучил характеристики и, если честно, не нашел особых отличий между SPC ламинатом и кварц-винилом. Единственное отличие – это SPC ламинат на твердой основе, а кварц-винил на мягкой, поэтому вы можете при выборе основываться именно на концепции вашего дизайна и на том, насколько подходит рисунок на одном либо другом материале. Паркет. 20 лет назад, когда я только делал первые шаги в дизайне интерьера, на всех объектах премиум уровня лежал штучный паркет.
Он был очень дорогой, но кроме самого материала были очень дорогие работы по его укладке. Главной проблемой было найти хорошего мастера. Материал натуральный и очень капризный. Я слышал много историй, как паркет стал домиком, как его перекрутило, как появились щели, и чаще всего в этом обвиняли либо мастера за то, что не соблюл технологию, либо хозяина дома за то, что он не соблюдал условия эксплуатации. Каждая плашка паркета клеилась отдельно на подложку из фанеры. Фанера использовалась для выравнивания пола и для дополнительной шумоизоляции. За 2 десятилетия картина настройки очень сильно поменялась. Многие производители вообще полностью отказались от производства массивного паркета. Сейчас бы я никому, наверное, не рекомендовал использовать штучный массивный паркет из-за высокой стоимости и трудностей в эксплуатации. Кто-то скажет, наверное, вы просто работаете с плохими мастерами или не соблюдаете условия. На самом деле штучный паркет можно еще бесконечно циклевать. Но я могу сказать, что кроме технологии укладки есть еще очень строгие требования к эксплуатации. Вам просто придется летать над этим паркетом. А по поводу циклевки, я знаю, что зажить паркета, его циклюют 1, максимум 2 раза. Потом уже, скорее всего, полностью поменяют ремонт. Бывает очень сложно убедить возрастных заказчиков, что мир поменялся и штучный паркет остался в прошлом. Сейчас совершенно другие технологии в ремонте. Еще бывает художественный паркет, набранный в готовые модули из разных пород дерева, но это все, конечно, больше про дворцы, и я лично за тихую роскошь, поэтому, наверное, за то, чтобы кич остался в прошлом. Паркетная доска. Паркетная доска – это что-то среднее между массивным паркетом и ламинатом. Полностью натуральный материал, состоящий из слоев, как ламинат. Нижний слой производится из хвойных, стабильных пород древесины. Сверху приклеен слой ценной породы. Материал полностью экологичный, но не любит влажность. Укладывается плавающим способом в замок, поэтому у него, так же как у ламината, появляются порожки. Конечно же, из-за своей стабильности паркетная доска гораздо привлекательнее, чем массивный паркет. И мы постоянно ее использовали в своих проектах, пока не появился новый материал – инженерная доска. От паркетной доски инженерная доска отличается тем, что один из ее слоев состоит из фанеры для большей стабильности. Самый долговечный вариант – это трехслойная инженерная доска, в которой слои расположены в перпендикулярном направлении. Еще одно отличие от паркетной доски – это способ укладки. Инженерная доска, так же как и массивный паркет, клеится на фанерную подложку. Но так как один из слоев инженерной доски уже из фанеры, то это не обязательно, можно клеить прямо на стяжку. Единственное условие – нужно проверить стяжку на отрыв, чтобы инженерная доска не оторвалась от ее поверхности. В таком случае нужно укрепить поверхность стяжки. У натуральных деревянных покрытий есть важные параметры, которые влияют на общий вид и эстетику вашего пола. О них нужно обязательно знать. Во-первых, это селекция. Натуральное дерево не может быть одного тона, размера и без сучков. Это все может отличаться от партии к партии, от коробки к коробке. Поэтому есть очень важная вещь, такая как селекция. С помощью нее могут отобрать доску определенного размера, выкинуть все доски с сучком, отобрать определенную структуру. Это очень сильно повлияет на итоговый вид, но и, конечно же, на стоимость. Представляете, сколько лишней доски вам нужно отфильтровать, чтобы получить красивый результат. Тут, конечно же, надо ориентироваться на стилистику вашего интерьера и бюджет. Кому-то, может быть, даже подойдут доски, где очень много сучков, кому-то, наоборот, нужен чистый паркет. Есть очень хороший лайфхак. Если у вас есть доски, где много сучков, вы просто их отбираете и кладете куда-то там, где их просто не будет видно, например, под кровать, либо под шкаф. То же самое делается с разнотоном. То есть, если есть какая-то очень темная доска у вас в партии, вы просто ее кидаете под кровать, и никто никогда ее там не увидит. Есть еще один важный параметр – это обработка доски маслом либо лаком. Сейчас, конечно же, все в основном используют матовые материалы, и это очень сильно может повлиять на финальный вид вашей доски, поэтому обратите на это внимание. Еще есть обработка поверхности ультрафиолетом, брошюровка, копчение и много других способов, напрямую влияющих на внешний вид вашего паркета, ну и, конечно же, на его стоимость. Поэтому обратите на это внимание и расставьте приоритеты. У меня на канале, кстати, есть классный ролик, где я показываю изготовление инженерной доски Косвик на производстве в Беларуси. Ролик очень короткий и очень интересный. Еще существуют модульные полы, которые собираются из готовых деталей. Это может быть как привычная французская или бельгийская елка, так и сложные узоры. Этот прием в интерьере смотрится современно, эстетично и может являться ярким акцентом.
Сейчас изображение и фотопечать, имитирующие натуральную доску, достигли такого высокого качества, что бывает очень сложно отличить, натуральная это поверхность или нет. Поэтому в заключении блока об искусственной натуральной доске скажу пару слов о фаске. Натуральная доска без фаски может быть очень похожа в вложенном виде на искусственное покрытие ламината. А ламинат, в свою очередь, наоборот, если на нем есть фаска, то может быть внешне очень похож на натуральный паркет. Если честно, то по фото, даже вживую, можно легко ошибиться, натуральное это покрытие или нет. Но в ходе эксплуатации, конечно же, все свойства сразу же всплывут. Почти во всех наших проектах частных интерьеров мы используем в качестве напольного покрытия инженерную доску. А если это коммерческое помещение или квартира под сдачу, то хорошо подходит кварцвинил. Пробка. Пробковый пол состоит из пластин или рулонов, состоящих из коры пробкового дерева. Это идеальный материал для детских. Так как его поверхность мягкая, то при падении ребенок не получит никаких серьезных травм. Но если честно, внешняя эстетика пробки мне совершенно не близка и не вызывает ассоциации с дорогим ремонтом. Меня вообще пугают люди, которые закатывают весь свой интерьер и пол, и стены в пробку. Еще пробку можно использовать как черновой материал для шумоизоляции. Он отлично сдерживает шум. Пробка плохо переносит попадание влаги, если ее специально не обработать. И так как материал мягкий, то служит он на самом деле недолго. Я очень часто видел следы от передвижения мебели или от того, что там долго стояла какая-то мебель. Там образуются вмятины, поверхность срывается. В общем, на самом деле то, что происходит с любым натуральным материалом, еще и мягким. Наливной пол – это монолитное покрытие из полимеров. Материал разливается по подготовленной поверхности, заполняет все трещины и нивелирует перепады высот. Многим очень нравится эстетика наливных полов, с помощью краски и примесей можно добиться необычных визуальных эффектов. Только, пожалуйста, не делайте рисунки под прозрачным наливным полом. Это смотрится примерно так же, как, облачка на натяжном потолке. Материал выдерживает серьезные нагрузки, и его часто используют в коммерческих помещениях. Но в частных интерьерах из-за высоких эстетических и практических требований наливной пол становится очень высоким в цене, сложен в монтаже и имеет нюансы в эксплуатации. В 2014 году, почти 10 лет назад, я выиграл конкурс журнала Собака.ру «Дизайн года» с квартирой, где был использован белый наливной пол. Идея сразу же зашла заказчику. Когда мы ее реализовали, то, конечно же, присутствовал общий вау-эффект. Но и заливка, и дальнейшая эксплуатация вызвала очень много вопросов и трудностей. Материал местами проминался, и приходилось его переделывать. Еще он был очень марким, особенно в прихожей, там оставались следы от обуви. Но это еще не все. В местах, где в пол были утоплены конвекторы, он вообще пожелтел. Это было очень странно. И впоследствии заказчик говорил, что сейчас, конечно же, никогда бы не стал делать белый глянцевый наливной пол, а просто бы залил все керамогранитом крупного формата. Еще один знакомый строитель, который занимался наливными полами в коммерческих проектах, полностью отказался от этого материала, потому что он устал каждый раз что-то переделывать, каждый раз результат был непредсказуемым. Наверное, кто-то скажет, что мне просто попадались неграмотные специалисты. Я скажу так: если у вас есть время, большой бюджет и нет особых ожиданий от финального результата, скорее не особых, а конкретных ожиданий, если вы готовы к любому повороту, то тогда наливной пол – это идеальное решение для вас. В общем, надо четко определиться с задачей и найти проверенных подрядчиков. Линолеум. Линолеум – это материал, который был изобретен еще в 19 веке, и в какой-то момент он был супер популярным. Вначале он был полностью натуральным. Сейчас в большинстве своем линолеум производится из ПВХ и продается рулонами. Но есть и очень дорогие натуральные аналоги. Я в своей практике использовал линолеум только 2 раза. Это было 2 очень больших и дорогих офиса. Этот долговечный, очень простой в эксплуатации материал идеально подходит для коммерческих помещений. Ну и, кстати, для общественных или каких-то там, не знаю, санаториев, больниц он тоже прекрасно может подойти. Ковролин. Ковролин – это, по сути, ковер, который занимает всю вашу комнату. У меня ассоциация с ковролином, но это сразу же отель, либо офис. И сразу же нарисовывается уборщица, которая его отмывает. Просто без уборщицы это, мне кажется, невозможно. Ковролин продается рулонами и отличается длиной ворса. Внешний вид ковролина – это, конечно же, вкусовщина. Кто-то любит длинный ворс, кто-то короткий, кто-то любит пестрые цвета, кто-то монотонные. Но есть одно негативное свойство, о котором знают все. В ковролине накапливается пыль, которую очень сложно потом из него достать. Нужно постоянно заниматься уборкой.
И для людей с аллергией это может быть очень критично. У меня есть одна знакомая, работающая в IT-сфере, она сказала, что когда у нее в офисе постелили ковролин, то часть работников просто перестала ходить в офис. У кого-то началась аллергия, кто-то просто принципиально сказал, что не будет работать в этой пыли. Ковры добавляют в интерьер уюта и, как любой текстиль, уменьшают в этом интерьере эхо. Но когда они запачкались, когда в них накопилась пыль, их можно унести, отдать в химчистку, либо просто почистить. С ковролином так не получится, нужна постоянная уборка. В общем, материал спорный, и я, наверное, никому бы не рекомендовал его использовать в своих интерьерах. Интересно, а кто-то уже крепил ковролин на стену за диваном в гостиной? Сегодня я попытался собрать все плюсы и минусы основных напольных покрытий. Еще я не рассказал про керамическую плитку, но про нее и так уже очень много выпусков на нашем канале. Рынок напольных материалов огромный. Обязательно производите сравнение, чтобы понять, какой материал подходит именно вам. Совершенно разные по стоимости материала могут подходить под визуальную концепцию вашего интерьера. Но кроме этого надо еще учитывать то, в каких условиях материал будет эксплуатироваться. Какие еще напольные покрытия вы знаете? Если у вас есть что-то, что можно добавить к этому ролику, то обязательно напишите в комментариях. Я знаю, что многие любят читать комментарии и часто находят там то, чего им не хватило в самом ролике. Если видео было полезным, то обязательно поддержите его лайком, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые ролики. И обязательно подписывайтесь на все наши социальные сети, там очень много всего для вашего вдохновения. До скорых встреч, друзья, пока-пока.